Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу приготовить с вами очень вкусную, сытную, сочную домашнюю пиццу, как в самой лучшей итальянской пиццерии. Итак, давайте начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. 600 мл теплой воды. Отправляем в глубокую емкость. Сюда же сразу добавляем 15 грамм сахара, чтобы дрожжи можно было активировать. 11 грамм сухих дрожжей. Все смешиваем. Сюда же пропускаем пшеничную муку через сито. Я отвесила 900 грамм. Мука может отличаться, поэтому смотрите, как у вас, сколько у вас уйдет, какое тесто должно быть, конечный результат. Просеиваем муку. Мука слеживается, когда она лежит долго, поэтому перед применением насыщаем ее кислородом. 75-80 мл растительного масла. И добавляем 18 грамм соли. У меня морская. Замешиваем тесто. Тесто нам нужно хорошо вымесить. Я очень часто готовлю пиццу. У меня уже есть рецепты, которые я очень люблю. И на канале у меня очень много видео приготовления той или иной пиццы с разными начинениями. Я оставлю в инфобоксе вам ссылочки под видео в описании. Посмотрите, мои дорогие, я думаю, вам понравится. Тесто ни в коем случае не забиваем мукой. Тесто должно быть мягким. И вот сейчас я его выкладываю на стол и буду вымешивать минут 5-7. На поверхность немного муки. Точное количество ингредиентов всегда смотрите в инфобоксе под видео в описании. Я обязательно укажу. Выкладываем на рабочую поверхность и начинаем замешивать тесто. Какое масло лучше всего в пиццу добавлять? Конечно же, оливковое. Очень хорошо и вкусная получается пицца и пахнет вот как из лучших пиццерий в Италии. Когда я делаю пиццу на тонком тесте, я делаю тесто поплотнее, пожестче. Муки добавляю больше. А если готовлю пышную пиццу, тогда пожиже делаю. Я еще добавляю оливковое масло и хорошо вымешиваю тесто. Тесто наше готово. Посмотрите, как оно прекрасно выглядит. Сейчас немного руки смажу оливковым маслом и ставим тесто на расстойку. Посмотрите, какое тесто. Смотрите. Красота. Перекладываем в емкость. Немного оливкового масла на дно. И вот так. Так оно лучше будет подниматься, лучше будет себя чувствовать. А сейчас накрываем либо пленкой, либо крышкой. Отправляем в теплое место. И где-то у меня это тесто будет подниматься 1,5-2 часа. Я буду каждые 30 минут, 40 минут делать обминку, чтобы выпускать углекислый газ для лучшей ферментации теста. Отправляем на расстойку. Это у нас уже третья обминка. Посмотрите, какое тесто. И посмотрите, какая у нас тут красота, какая ферментация. Немного оливкового масла на руки. И тесто перекладываем на рабочую поверхность. Делим на 4 части. Один кусочек теста на одну пиццу получается 360 грамм. Это если на тонком тесте. Если вы хотите более пышное, тогда можно сделать 3 пиццы. У меня пицца будет 38 сантиметров в диаметре, большая. Ну, вы уже сами смотрите. Такое тесто можно держать в холодильнике. То есть вы держите в закрытой емкости, в холодильнике. Нужно вам, достали. Оно должно отойти где-то час-полтора, и уже можете формировать пиццу. Очень удобное, хорошее тесто.
каждый кусочек теста скатываем в шар. И нам нужно, чтобы расстоялось. И сейчас готовим основание. Это манка. Манку жалеть не нужно. Выкладываем заготовки. На расстоянии они будут растаиваться. И сверху тоже посыпаем манкой. Тесто будет выделять влагу, манка будет впитывать. И сейчас накрываем пленкой и в теплом месте дадим расстояться 1 час. А мы сейчас будем нарезать кругляши тоненькие. Я подготовила солями, чтобы при жарке они прожаривались и были нежные и вкусные. Колбаса готова. Нарезаем грибочки. У меня шампиньоны. Нарезаем слайсами. Грибочков много. Грибочки тоже готовы. И также нарезаем перец. Я перец взяла тонкостенный, очень вкусный, контрастного цвета. Нарезаем брусочками. И немножко нарежем оливки. Это, конечно, на любителя. Нам нравится, когда присутствуют в пицце оливки, маслины. Все готово. А также я подготовила натертую моцареллу и чеддер. Посмотрите, как расстоялось тесто великолепно. Начинаем формировать пиццу. Духовку я уже включила на 250 градусов. Подпыляем хорошо мукой. Излишнюю муку потом стряхнем. Посмотрите, какое тесто. Сверху тоже подпыляем мукой, чтобы нигде ничего не прилипало. Потому что весь секрет этой прекрасной пиццы вот в этих пузырях. Растягиваем. Я растягиваю не как пицциньолы, а вот так своим домашним способом, легким. И теперь растягиваем на сетке, но не прижимаем к сетке, иначе прилипнет тесто и порвется потом. Я выкладываю классический томатный соус итальянский и распределяю все. Сильно не нажимаю, слегка. Если вы готовите соус для пиццы, готовьте из сладких помидоров, тогда пицца получается изумительная. Я оставлю вам ссылочку под видео в описании, где я готовлю в домашних условиях по лучшему итальянскому рецепту томатный соус для пиццы. Попробуйте, я уверена, вам понравится. Теперь орегано, либо базилик, мне очень нравится орегано. И выкладываем хорошим слоем сыр. На половинку выкладываем колбаску, на половинку вторую выкладываем грибы. Близко друг к другу выкладываем. И теперь грибочки. Грибочки тоже поближе друг к другу. Со стороны грибов у меня фреш моцарелла, небольшие кусочки. Перчик выкладываем. Оливки. И на колбасу выкладываем вот такие пластины моцареллы. И немного оливкового масла. Отправляем в духовку на 250 градусов, включаем вверх-вниз. Выпекать будем минут 8, максимум 10. И формируем вторую. Такую пиццу я готовлю много, потом замораживаю, и потом вы можете разогреть либо в микроволновке, либо на сковороде, и как будто только что из печи.
оливки и перчик сладкий. И сыр моцарелла. Отправляем в духовку. Итак, дорогие друзья, пицца получилась на славу. Очень вкусная, очень сытная. Моя семья в восторге. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Если понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите наш канал лайком. Не забудьте поделиться с друзьями и близкими. Если еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Впереди нас с вами ждет еще очень много всего интересного и вкусного. И не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю лишь до новых встреч, друзья, на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока.